Подразделения бригады 6 сентября по 26 декабря 2025 года выполняли задачу по освобождению города Димитров. Исходя из сложившейся обстановки, выполнение боевой задачи было разбито на 3 этапа. На первом этапе, с 6 по 30 сентября, разведный батальон бригады, используя эффект неожиданности и результат огневого поражения, прорвал оборону противника и продвинулся до 1 километра в глубину, создав плацдарм в населенном пункте. Удалось закрепиться на северо-восточных окраинах по улицам Мира и Кошевого. Ввод в бой штурмовой группы осуществлялся одновременно, с разных направлений, вводя противника в заблуждение, не определяя направление главного удара. На втором этапе с 1 октября по 22 ноября с целью блокирования путей снабжения противника в городе штурмовые группы 1-3 батальона овладели лесополосами и очистной станцией на севере Димитрова, тем самым отрезав сообщения к окруженной группировке ВСУ. Используя достигнутые рубежи и погодные условия, штурмовые группы осуществляли стремительный бросок на юго-восточную окраину города. В результате непрерывных штурмовых действий к исходу 22 ноября полностью освободили южную часть Димитрова. На третьем этапе с 23 ноября по 27 декабря, нарастив усилия вводом в бой штурмовых групп 1-3 мотострелковых батальонов, к 7 декабря бригада закрепилась на ключевых позициях в центре города. В дальнейшем продолжили ликвидацию окруженного противника. Сегодня, 27 декабря 2025 года, бригада завершила разгром формирования ВСУ в городе. Город Димитров полностью освобожден. В настоящее время проводится проверка зданий, сооружений, подвалов и жилых кварталов. Поиск уничтожения разрозненных малых групп противника. Приступили к разминированию улиц и зданий, оказание медицинской и гуманитарной помощи местному населению. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в настоящее время на связи в Димитрове находится командир 1-й мотострелковой роты старший лейтенант Селенко Владимир Вячеславович, который со своим подразделением освобождал город. Разрешите предоставить ему слово. Нахожусь в городе Димитров, возле Викторовской церкви. На 27 декабря 2025 года город находится под нашим контролем. Завершается зачистка города. Оказываем гуманитарную помощь мирному населению. Выстраиваем оборону. Готовы выполнять дальнейшие боевые задачи. Для бригады хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой. Победа за нами. Группировка войск «Восток» продолжает выполнять задачи на запорожском направлении. Соединение воинской части группировки, форсируя реку Гайчур, продвигаются в Запорожской области в западном направлении. Штурмовые подразделения 57-й и 60-й мотострелковых бригад 5-й армии к исходу 26 декабря завершили освобождение города Гуляйполя. Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубокоэшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем. Проводится поиск и уничтожение одиночной группы ВСУ. Соединения 36-й армии прорвали рубеж обороны противника на западном берегу реки Гайчур и развивают наступление в Запорожской области в направлении крупных логистических узлов противника. Вклинение составило более 7 километров в глубину обороны противника. 29-я армия, наступая на юге Днепропетровской области, продолжает расширять зону безопасности. С начала декабря под контроль группировки перешло более 210 квадратных километров территории Днепропетровской и Запорожской областей. Освобождено 10 населенных пунктов. В Днепропетровской области 4 и в Запорожской 6. Товарищ Верховный Главнокомандующий, уничтожение формирования противника в зоне ответственности группировки осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом. Группировка войск «Восток» продолжает вести наступление. Доклад закончен.